First of all, let me ask you, how many of you understand English? So. Для начала хочу спросить, кто из вас здесь понимает английский? Well, we will translate anyway. Тогда будем переводить. Ничего, что на русский? At least Кто против? Поднимите руку. Я буду переводить на украинский, если кто-то против. My name is Керола Бейлі. Меня зовут Керола Бейлі. I am a citizen of the United States. Я гражданин США. I was born in the very center of my country. Родился я в центре страны. I was born with my father and the family living on a farm. Родился я в семье фермера. A very rural condition. Такие были, в обычном, такие сельские, обычные условия. I will tell you in this next hour a general picture of my life. Сегодня мы так где-то час, у нас будет лекция. Я за это время общую картину представлю своей жизни. I will give you some ideas on how to live a successful life. Хочу поделиться своими идеями, как построить успешную жизнь. Because if I would ask you, do you want to have a successful life, I'm sure every one of you would say yes. Потому что я думаю, что если я вам задам вопрос и спрошу, кто из вас хочет иметь успешную жизнь, я думаю, каждый скажет, что он хочет. I retired when I was 62 years old. Я вышел на пенсию, когда мне было 62 года. And this year, if I live the rest of the year, I will be 80. И если, дай Бог, доживу до конца этого года, буду отмечать 80 лет уже в этом году. The question is often asked to me, why do you do this? Вопрос, который часто мне задают, а почему вы это вообще делаете? First of all, this is not a profession with me. It's not how I make money. Ну, это не работа для меня такая, где я деньги зарабатываю. I lecture in many countries around the world. Я читаю лекции во многих странах по всему миру. Most of the time to university students. В основном в университетах, студентам. Sometimes to businesses. Иногда компаниям. Companies that have many employees. Компаниям, где много работников, сотрудников. It is the type of lecture that you would hear, for example, a Zig Ziglar give. Это такой тип лекции, который, например, вы можете услышать от Зиг Зиглера, да? Or other types of fairly famous speakers. Или другие известные ораторы, которые читают мотивационный тип лекций. But I don't give it to be famous. Ну, я это не делаю для того, чтобы там стать знаменитым. Because when I was with Motorola and traveled to many countries of the world, Потому что когда я работал в компании Motorola и ездил во многие страны, I could see in many places a need for lectures like this. Я видел во многих местах нужду в таких лекциях. Часто просили это делать. Because what I'm going to tell you is not necessarily something new. И вы знаете, то, что я вам сегодня скажу, не обязательно, что это будет что-то новое для вас. But it may give you an idea that you did not have before. Но это, может быть, так немножко прояснит идеи какие-то, то, что мы не развиваем в своей жизни. So if I ask you if you want to be successful, you would say yes. Итак, если я вам задам вопрос, хотите быть успешными? And then the second question I often ask to university students. И второй вопрос, который я задаю часто студентам. I ask everyone to raise their hand. Каждого, прошу поднять руки, у кого есть положительный ответ. That knows exactly what they want to do with the rest of their life. Все хотят быть успешными, а кто из вас знает точно, что вы хотите делать в своей жизни? And you may say, Carol, that's not possible. Вы можете сказать, Карл, это невозможно знать. Too many changes in the road. Очень много изменений на пути. When I was just a little boy, Когда я был маленьким мальчиком, there was a farmer who lived next to us. Рядом с нашей фермой была другая ферма. But he was also a very successful businessman. И владелец ее был очень успешный бизнесмен. And often as a little boy, I was over at his farm.
Часто маленьким мальчиком я когда бегал на его ферму. At that time, he was about 80. В то время ему было где-то 80 лет. And he would set me down and he would say, Carol, I want to tell you some secrets to life. И он так усаживал меня рядом с собой и говорил: Кэрол, давай тебе расскажу секреты, как построить твою жизнь He was успешно. the owner of the largest chain of department stores in the United States. Он был владельцем самой большой сети супермаркетов в Штатах тогда. His name was J.C. Penney. Его зовут Джейси Пенни. And he would sit down and just say, let me tell you some things to think about. И он меня так усаживал рядом с собой и говорил: давай я тебе расскажу что-то, и ты над этим подумаешь. And he said, one of the most important things for anybody to do И он говорил, одно из самых важных is for you to decide вещей для каждого человека, самое первое, это решение. what you want to do with your life. Что ты хочешь делать со своей жизнью? He said, I know that can change. Он говорит, я знаю, что это может все поменяться, измениться. But he said, actually, most people go through life and never decide. Но он говорит, большинство людей проходят по жизни, так никогда и не решив, что они хотят. And that more than 80% of the people in the world, Больше, чем 80% людей в мире, their life is an accident. их жизнь просто такой набор It's случайностей. just kind of what happened. Что случается, то и случается. But he said, if you will decide, Он сказал, если ты решишь, your mind automatically goes to work in that direction. тогда ты будешь, тогда твой разум будет работать на это автоматически. And that even your subconscious works in that direction. Ты даже подсознательно будешь работать на свою цель. Now I know that most of you have already graduated from your school. Я знаю, что в основном все вы уже закончили, да, образование получили. And you're along in your very young years. Вы в такой прекрасной паре, да, молодые годы. Some of you have made up your mind what you want to do. Может быть, кто-то из вас решил для себя, что вы хотите делать. Some of you are still searching. Кто-то из вас до сих пор в поиске. But let me encourage you, as a man who has gone through the experience, Просто хотел бы так вас вдохновить, как человек, уже имеющий опыт, that deciding is very, very important. сказать, что решение, принятие решения – это очень важный элемент. But be specific. Но нужно также четко, в деталях представлять, что ты хочешь. Not only decide, for example, I want to be an engineer. Не просто в общем представить, я хочу быть инженером. What kind of engineer do I want to be? Каким инженером? Где? And include in your decision something else that is extremely important. И обязательно добавить к своему решению важный компонент. How many in life can I help? Компонент моего решения, что я хочу делать в своей жизни, обязательно должен быть таков. Как этим я смогу помочь большому количеству людей? Because the sooner we realize that life is not about me, Потому что рано или поздно мы понимаем, что жизнь крутится не только вокруг меня. but we are in a world now of 7 or 8 billion people. Сейчас у нас уже население мира будет достигать 8 миллиардов людей. And that hopefully I will leave this life with a better world better than I came into. И у каждого человека должна быть мысль, чтобы оставить после себя мир в лучшем состоянии, чем до того, как он сюда пришел. Because a proven fact is the more you help others, Потому что чем большему количеству людей мы можем помочь, the more likelihood you will succeed. тем более и вы сами будете успешны. When I ask audiences, do you want to be successful? When I ask audiences, do you want to be successful? Когда я спрашиваю аудитории, хотите быть успешными,
And they will say yes. Они говорят, да, конечно. And normally that is what most are thinking. И это то, в основном, о чем сразу думают люди, когда слышат слово «успех». That success is measured in material things. Что успех измеряется материальными вещами. Well, I believe there are secrets to success Я верю, что секреты успеха действительно, that will help you to have more of the material things. которые обязательно помогут вам и материального благополучия достичь. But you will end up having a much more happy, joyful, and successful life. Но как бы помогая другим, у вас больше будет мира, радости в сердце, даже когда вы достигнете уже материального And успеха. remember that the more people you help, И помните, чем большему количеству людей вы можете помочь, the more likelihood you're going to have more of this. тем больше у вас и денег будет. But if your focus and your goal is this, Но если ваша цель только это, you may get it. конечно, вы можете этого достичь. But very often you get it in ways that do not bring happiness. Но очень часто это можно сделать такими путями, которые не принесут тебе счастья. Very often people that have only this get there through means that are not really good. Очень часто люди, которые достигают денег без всяких принципов, они, конечно, имеют деньги, но это не делает их счастливыми. So as a very young boy, that was instilled in my thinking. И вот когда я уже был маленький, когда я еще был ребенком, это уже вкладывалось в мое сознание. But my father was a poor farmer, Отец у меня был бедный фермер, and not a very good farmer. и не очень хорошо у него дела шли, He worked hard, тяжело работал, and he tried hard. и он действительно пытался. But I could see that my father was not very successful. Но я видел, тогда уже понимал, что не все так хорошо, успешно получается у него. When I was growing up, I had one extra set of clothes. Когда я рос, всего лишь одна у меня одежда была, Most of the time, I had no shoes. часто и обуви не было. When I started school, I had a pair of shoes that somebody else had worn out. Пошел в школу в обуви, которую мне кто-то подарил. And every day I put pasteboard in them. И там картон подкладывал, чтобы эти дырки заложить в подошве. But yet I did what I wanted to do. Но уже тогда я знала, что мне хочется делать. At 12 years old, I knew I wanted to become an engineer, В 12 лет я для себя понял, решил, что хочу быть инженером. an electrical engineer, Инженером-электронщиком. with electronics as its primary goal. И электроника это была моя основная цель. And I had dreams that I may be able to help so many people with new things in life. И у меня такие были мечты, что мы сможем много всего нового изобрести, ввести в употребление. Многим людям это поможет. And one of those things was communication, Do you mean to get it? to be able to communicate. И также мне очень хотелось научиться коммуникациям с людьми. Cell phone wasn't invented then, Мобильных телефонов тогда не было. but I knew I wanted to be an engineer. Но я знал, хочу быть инженером. Now the problem with most of us is we look at our own situation and we give up. Наша проблема часто такова. Мы смотрим на свою жизнь, на свои трудности и просто We сдаемся. say it's not possible. Просто говорим, это невозможно. There's no way I could afford to go to university. Для меня было, допустим, невозможно пойти учиться в университет. My grandson just graduated as an engineer. Мой внук, например, только что закончил His инженерный parents paid факультет. for university in the United States. Его родители заплатили за его образование у нас в Штатах. The cost for him to go to school for 1 year И стоимость одного года обучения $40,000 US. $40 000. When I was the age to go to university, it was about half that. Когда мне нужно было идти учиться в университете, это была половина от этой суммы за год.
My father could no way pay for that. Отец мой никак не мог оплатить мне образование. So as a boy, 13, 14 years old, И вот когда я был подростком, 13-14 лет, I was already talking about it. я уже об этом говорил. My dad said, don't even think about it. Отец говорил мне, ну даже не думай об этом There's вообще. no way. Ну нет вот такой возможности. But I had made a decision. Но я принял решение. And so consequently, every day after school, И поэтому начал каждый день после школы I was by the local library. ходить в местную библиотеку. I got all the books that I could find. Доставал все книги, которые только мог достать. Oh, I played as a boy did. Конечно, я и развлекался как ребенок, не без этого. I had hobbies. Хобби у меня были. But I also was very intent on learning all I could about electrical engineering. Но также я страстно желал научиться всему, что связано с электронной инженерией. We moved to the city, Мы переехали в город с and I met временем, many engineers. и я искал знакомства с инженерами, с разными. And they were friendly to me and gave me their books. И они так как были дружелюбные со мной, давали мне свои учебники, They gave me time, and I would sit down and visit with them. уделяли время, общались со мной. I knew what I wanted. Все это было потому, что я понимал, чего хочется. And my encouragement to you is if you have not decided specifically what you want to do with your life, И вот то, о чем я хочу сказать сегодня, если вы еще не решили в своей жизни, что вы хотите делать, обязательно решите. do it. И обязательно делайте это. No guarantees, Нет, конечно, никаких гарантий. because you could decide and 6 months from now, you'll change that decision. Вы сегодня можете решить одно, конечно, через 6 месяцев поменять свое решение. But deciding is critical. Но когда у вас есть решение, на данный момент это очень важно, это все меняет. Well, I went through high school. Закончил я среднюю школу, I got married when I was only 20. женился, когда мне было 20 лет. I was working for a local subcontractor to Motorola. Работал в местных компаниях, которые имели контракты тогда с компанией Motorola. Because I had passed all of the government tests necessary to work on two-way radio and microwave. You passed? Yes. Потому что я тогда прошел тестирование для того, чтобы работать с микроволновыми системами. So even though I didn't have a university У degree, меня не было университетского образования, the subcontractor did hire me as a worker. но вот мелкие компании технические наняли меня на работу But тогда. I hadn't reached my goal yet. Но я же еще не достиг свою цель. I was still trying. Все еще пытался. And by the way, when I got married at 20, Кстати, когда я женился в 20 лет, now at 80, now I'm close to 80, сейчас мне уже почти 80, I'm still living with the same lady 60 years. до сих пор женат на той же женщине, на которой я тогда женился. I also have 3 children. I'll tell you that at this point. Ну, раз уже начали за это говорить, 3 детей у меня, They are all married. все они уже женаты, I have замужем, 7 grandchildren and 4 great-grandchildren. 7 внуков и 4 правнука. So that in itself makes me a very rich man. Ну, это уже само по себе делает меня богатым, конечно. But at 20 years old, when I got married, at 20 years old, Когда я в 20 лет женился, a family started to come along. уже у меня появилась ответственность, семья. I had not forgotten my goal. А я тогда не забыл свою цель. I want to be an engineer working for a company that I respect. Я хотел быть инженером и хотел работать в компании, которую я уважал. So as part of your decision, as this number 1, И часть вашего решения, и это первый принцип, not only decide what you want to do, нужно не просто решить, что вы хотите делать, but decide who you want to work for. а еще потом решить, где вы хотите работать, на кого или как.
Pick out a company and learn all you can about it. Выберите компанию, которая вам нравится, и начните узнавать о ней все, что только возможно. And do that before you even apply. И сделайте это до того, как вы будете подавать заявление на работу. I decided Motorola was where I wanted to work. Я со временем решил, так выбрал для себя компанию Motorola. I knew more about Motorola than most people who worked for the company. Я изучил информацию об этой компании, знал больше, чем работники. I didn't know a были. single official in the company. Я не был знаком с кем-то, кто был там в управлении. But I knew who the board of directors were. Но я знал их фамилии, я знал этих людей заочно, узнавал о I них. knew what their 5-year business plan was. Узнал, каков план на следующие 5 лет компании. I knew about 90% of everything they built. Знал 90% всей их продукции. There was another 10% that was built for military that I learned later. Остальные 10% это, конечно, более засекреченные материалы для военной промышленности. О них я узнал уже позже потом. So I finally then made application to Motorola. Ну, наконец-то решился подать заявление на работу, на поступление на работу. They took one look at me. Они просто на меня взглянули No, и сразу сказали нет. you are not a graduate engineer. У тебя нет диплома высшего образования. We don't test people even if they don't have the degree. Мы даже тестировать не будем для приема на работу вас, если у вас нет диплома высшего образования. So at all the universities that I talked to people around the world, И вот во всех университетах, где я читала лекции, I encouraged them to finish their education я всегда студентам, конечно, говорю, ну вы уж обязательно закончите свое and get as much образование. as they can. Обязательно возьмите по максимуму из образования. But another thing in your success is persistence. Также очень важный компонент вашего успеха – это настойчивость. No doesn't always mean no. Не всегда «нет» означает «нет». They told me no. Мне вот отказали. I went back again and again and again. Я туда возвращался снова и снова. They were so tired of seeing me walk through the door. Они так устали уже от меня, что я там постоянно в дверях появляюсь. But I made up my mind what I wanted to do. Ну, я же так решил для себя, что хочу делать. And I said, you don't know what you're missing. И говорю, ну вы же не знаете, какого работника вы теряете. Well, finally they said, okay, we'll give you the test. Наконец сказали, ну ладно, протестируем тебя I хотя бы. think really they were going to give me the test to get rid of me. Я понял, что они мне хотели просто дать такой тест, который я не пройду и избавиться от So I меня. went to Chicago at my expense. Мне нужно было для этого тестирования поехать в Чикаго за свой счет. The test started early on a Monday morning Тестирование начиналось рано, в понедельник, and lasted until late on Friday night. и тестирование длилось до позднего вечера пятницы. 5 days, 10 hours a day. 5 дней по 10 часов каждый день. The most rigorous test I have ever taken in my life. Это был, конечно, самый такой сложный тест в моей And жизни. again, I think they made it extra hard if they could. Ну, я тогда думала, ну, наверное, они как-то его экстра сложный для меня пытаются сделать. And at the end of that week, they told me to go home. В конце недели мне сказали, что я могу ехать домой. They said, if we're interested, we'll call you. Сказали, если нам будет интересна ваша кандидатура, позвоним Well, I вам. made up my mind right there that if they didn't call me, I would call them. Я тогда, конечно, для себя решил на выходе, что если они мне не позвонят, я им сам, конечно, Don't позвоню. give up easily, Не сдавайтесь так легко, не надо. because you have something to offer. Потому что у вас есть что предложить. 5 days later, I got a phone call. Через 5 дней мне позвонили. They said, come back to Chicago. Сказали, приезжайте назад в Чикаго. I went back to the personnel department. Приехал назад, пришел в отдел кадров. The lady said, my boss wants to speak with you. Девушка, ну, вот,
первая, которая меня принимала, сказала: мой начальник хочет с вами пообщаться. I walked into the manager of the personnel department. Пришел к менеджеру отдела кадров. He set me down across his desk. Он меня посадил за стол. And then he looked at me very Посмотрел seriously. на меня так очень серьезно. And he said, I can't talk to you. Сказал: я не могу с вами разговаривать. He said, you asked me to come back to Chicago. Хорошо, но вы же меня попросили приехать назад в Чикаго. And then he kind of grinned. Ну, он тогда так усмехнулся. And he said, I've been ordered not to talk to you. И он сказал: мне запретили с вами разговаривать. Because the president of Motorola wants to see you Потому first. что президент Моторолы сам хочет с вами сначала пообщаться. I went to his office. Пришел в его кабинет. We just visited about family and И он так со мной сидел и разговаривал просто о моей семье. just general things about life Просто так общие вещи, какие-то мысли о жизни. for about 30 minutes. Где-то 30 минут. On his desk were a lot of papers that I recognized. На его столе были разложены бумаги, которые я узнал. And then he said, Carol, Потом он сказал: Кэрол, how soon can you go to work? когда ты можешь приступить к работе? He said, we're going to make an exception because we're forced to. Мы собираемся сделать исключение, потому что просто вынуждены сделать I исключение. didn't learn the results of those tests for 20 years. Я не знала результаты своего тестирования следующие 20 лет. But I worked as a field engineer for 1 year. Но сначала я работал просто как инженер технической службы. I introduced many changes, especially the way personnel were handled. И за это время я так постоянно со своими идеями выдвигал какие-то идеи, особенно по улучшению менеджмента. At the end of 1 year, they brought me back to Chicago. В конце первого года работы они снова меня пригласили в Чикаго. And they said, we want to change your career. Сказали: хотим сейчас изменить направление твоей карьеры. We want to take you out of engineering Хотим перевести тебя из сферы and инженерии put you in management. в сферу менеджмента. And over a process of 7 years, И в течение следующих 7 лет I was promoted to more and more responsible positions. мне все больше такие ответственные позиции доверяли. Till at the end of 7 years, I was given national manager responsibility. И в конце 7-го года я уже стал национальным менеджером всей компании. At that time, we had 80,000 employees. В то время у нас было 80 тысяч работников. And part of my responsibility was the profit and loss of the corporation. И часть моей ответственности также были прибыль, расходы, убытки. Those things didn't come from knowing special people. В моей жизни это не произошло из-за каких-то связей с какими-то людьми. They didn't come from any kind of bribe that you would give someone. Ну, не было возможности, то есть не было ситуации, там, чтобы кто-то взятки кому-то платил. But they came from hard work Но это получилось из-за такой усиленной работы and very high values. и высоких ценностей, стандартов. Values that constantly paid off. За эти ценности тоже платят со временем. I'll tell you in a few minutes how those values did pay off. И вам расскажу через несколько минут, как мне платили за то, что я сохранял So be ценности. specific in your decision. Итак, будьте Determined to help as many others as possible. детально представляйте, что вы хотите. И пусть часть этого решения будет помощь как можно большему количеству людей. And never stop adding to your skills. И никогда не останавливайтесь в развитии навыков своих. You can be a good engineer, Вы можете быть хорошим инженером, but if you have an opportunity to add other portions to your skills, но если у вас есть возможности развивать еще какие-то навыки, for example, handling people, например, взаимодействие, общение с людьми, realizing that people are important. понимая, что люди — это очень важно. One of the philosophies that I had in management Та философия, которую я пронес все время в своей работе менеджера, was the most important product that Motorola produced
самый важный продукт, который у нас был в Мотороле, was not its microwave systems. это не микроволновка.